Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. У нас 7 июля был сильный град, и моя рассада дынь имела, конечно, неприглядный вид. Вся разбита была, вот еще остались листья от этого градобоя. Но мне удалось их вытянуть, и на каждом кустике от 3 до 5 вот таких замечательных солнечных плодов, ягодок. Вот, и сейчас я выбираю именно на варенье те плоды, которые имеют вот такую гладкую основу. Именно с них получается очень хорошее, настоящее царское варенье из дынь. Так. А вот это то, что не идет на варенье. Вот это бабушка называла репанка, дыня, репанка. Она очень сладкая, мясистая, рассыпчатая. Вот они рассыпчатые, они не подходят для варенья. Я делаю это в самом начале, такой акцент, чтобы понимали, что если это рассыпчатое, вы просто потеряете эти дыни. Очередную часть созревшего урожая собрала. Вот смотрите, вот эта репанка, так называемая когда-то колхозница, крынычанка. Вот это будет на питание. Она рассыпчатая, с нее не получится варенье. А вот эти дыньки, которые я вот здесь с этой стороны уже подготовила, они гладенькие, не сильно перезревшие. Вот они сейчас пойдут на приготовление варенья. А для этого нам понадобится нож, ложка, миска, ну и дальше руки для того, чтобы превратить вот эти дыньки в изумительные, прекрасные наслаждения. Дыни чистые, помытые. Теперь я беру, видите, какая вот хорошая консистенция. Для варенья это идеально. Теперь вычищаю вот эти семена. Так как они у нас, эти дыньки такие не сильно переспевшие, семена мы не собираем. А это пойдет у нас на удобрение. Далее очищаем. Вот этот, желательно вот как можно тоньше очищать вот эту часть, шкурочку. Почему? Потому что здесь как раз самые вкусные витамины. Ну и она держит вот этот кусочек. Потом, когда мы будем варить варенье, вы все это увидите. Вот этот кусочек будет держаться красиво, целенький, благодаря. Вот так мы очистили. Теперь у меня уже почти что все готовы кусочки. Здесь не важно, чтобы там одинаковые кубики или как вам нравится. Ну вот я вот такими кусочками. Итак, у меня нарезаю. Получилось 4,5 килограмма вот таких кусочков дыни. Теперь я буду заниматься очень важным моментом. Можно так варить, но уже много лет я варю варенье по-особому. У меня кастрюля большая на 6 литров воды. Заливаю чуть больше половины, закипятила. И теперь 2 килограмма сюда, именно в кипящую воду засыпаю. Итак, закипела. И буквально пару минут вот такие ровненькие, целенькие кусочки. И сейчас их буду вытягивать вот, в холодную воду. Выключаю. Вот так друшлаком. И отправляем вот сюда, в холодную воду. Вот так вот. Буквально все кусочки выбираем. И отправляем вот сюда, в холодную воду. Вот как красиво оно уже смотрится. Ну, а теперь остается охлажденные дыни. Приготовить для них сироп. Беру вот такую миску. Таз у меня специальный такой. И это, как видите, снова не эмалированный. Это алюминиевый пищевой таз. И я беру вот эти дыни. У меня они уже отцежены, но пустили сок. И вот этот сок я сейчас переправлю вот сюда. Когда этот сок стечет, я начну варить. У меня получилось где-то 300 миллилитров вот этого сока с дынь. Вот перемешиваю, включаю огонь и готовлю сироп
до готовности, пока полностью сахар не растворится. Сироп закипел, и теперь я выкладываю сюда кусочки дыни, выключаю огонь. Сейчас задача не варить, а вот эти кусочки дыни должны пропитаться вот этим сиропом. И теперь вот так их сейчас. Вот, все кусочки у нас теперь в сиропе. Они должны выстояться где-то часов 5 до остывания. Так как сейчас у нас вечер 21-го, весы, очень хорошее время для того, чтобы готовить замечательные вот эти вкусности. Вот, все перемешала. И вот эти кусочки сейчас будут набираться сахара. Через 6 часов варенье остыло. Включаю снова газ и довожу до кипения. Итак, первые 15 минут варенье отварилось. Сейчас у нас 11:30 ночи, то есть 23:30. Оставляю до утра это варенье продолжать настаиваться и созревать. Утром следующего дня вот такое уже нежное солнечное варенье. Снова же ставим на огонь, на полный огонь, довожу до кипения и кипит 15. Во второй раз вот более гуще варенье, поэтому надо меньше сделать огонь наполовину, иначе будет на руки вот этот кипяточек выбрасываться самим вареньем. Вот так, меньше. И продолжаем постоянно помешивать. Именно деревянной вот такой скалкой, чтобы не пригорало. Итак, после второго раза у нас вот варенье уже такое солнечное остыло. Теперь я готовлю перед третьей варкой завершающей вот такое. Значит, беру ванильный сахар, 2 маленьких пакетика. Чем мне нравится, это ванильный сахар, он не сильно дает такой аромат. И получается потом зимой очень такой нежный, дынно-ванильный запах и вкус такой. Далее, почему я его засыпаю? Потому что мне надо будет агар-агар. Значит, агара я беру 5, у меня высокое качество, 900 единиц. Я беру 5 граммов агара и перемешиваю. Агар просто так нельзя, а вот с сахаром очень хорошо. И теперь засыпаю сюда по всему периметру, вот таким образом, по всему периметру, по всей площади вот этот сахар. Ну и остается у нас еще один важный ингредиент, это лимонная кислота. Сейчас хочу просто ответить на вопросы, почему я беру только чайную ложечку лимонной кислоты. Это где-то 3 грамма, 3,5 грамма. Рекомендуют обычно ставить 50-60 граммов лимонной кислоты, но они при этом сюда же в это варенье 1 к 1 ставят сахар. Мы не любим сильно сладкое. Еще раз, рецепт сейчас вы увидите на экране полностью и поймете, когда уже приготовите, почему так происходит. Потому что мы меньше сахара используем, больше натуральных продуктов. В данном случае у нас агар-агар, это вытяжка из водорослей, пектин. И он дает возможность сделать вот это варенье, будут кусочки желе. Я вам уже в конце покажу, как в желе. Очень красивое, вкусное получается. Ну что, теперь остается включить огонь. Ну и довести до кипения, потом меньше огонь, потому что уже очень густое. И проварить 15 минут. Тем временем у меня уже подготовлены крышки. Буду сейчас ставить, чтобы они закипели. Баночки помыты содой и ошпарены кипятком. Ну что ж, поехали. Вот такое варенье готовое. Сейчас буду его закрывать уже в банке. Вот такой цвет должен быть.
Ну что ж, получилось у меня 5 полулитровых баночек вот такого солнечного царского варенья из дыни. Охлаждение воздушное. И затем отправим его в подвал. Ну что ж, готовьте. Зимой будете вспоминать добрым словом. Очень вкусные. Пальчики оближешь и даже можно проглотить от этого вкусного варенья. Всего вам самого доброго. До новых встреч в новых видео.